Предваряя эту лекцию, хочу сказать, хочу изложить свою версию происхождения Сирин Наливайко. Я убежден, что Наливайко – сын князя Дмитрия Сангушка и Эльжбеты Галицкой-Острожской. Более того, я уверен, что он двоюродный племянник, внучатый племянник Константина Острожского, Рюрикович Гедиминович по происхождению, правнук Жегемонта Старого и племянник действующего короля Жегемонта Вазы. Человек, который имел полные династические права на 3 престола в Кракове, Вильне и Москве. Поэтому уверен, что его рокош не был бунтом в поддержку, в защиту белорусских и украинских крестьян, за неимением таковых, а был сепаратистским мятежом, равнозначного существующим правящим династиям претендента. То, что он не получился, это дело вторичное, первичное, он имел на это право. Прежде всего, имел на это право. Я хочу, чтобы ты, мой дорогой зритель, это очень хорошо понял. Сегодня мы поговорим на тему, почему это случилось в Польше, почему это случилось именно в Польше, и почему короли Польши были одновременно великими литовскими в достаточно длительном промежутке времени, от 1385 года по конец Речи Посполитой. Тут необходимо вернуться к истокам, к временам давним, старинным, а иначе никак. Иначе будет трудно понять логику поступков и исторические целесообразности. Поэтому поговорим о польских королях. Ну, понятное дело, что всяких там Казимиров Справедливых, Мешка Первых, Болеславов Кривоустов и прочих Владиславов Изгнанников мы трогать не будем. Времена дальние, глухие. Что там было, как ты спасся, как известно, непонятно. Поэтому будем мы вести речь о королях династии Ягеллонов, а затем о выборных королях, что было феноменом только Польши. В других нормальных государствах такого не было в принципе. Но не суть важно. Итак, Ягеллоны. Почему Ягеллоны пришли на польский престол? Ну, в конце XIV века династия Пястов, полулегендарная, но тем не менее существовавшая и занимавшая польский трон, пресеклась. Какое-то время в Польше была бескоролевье, затем на престол в качестве короля, подчеркиваю, короля, а не королевы, была выдвинута малолетняя дочка венгерского короля Едвига, которую в 1385 году, в возрасте 12 лет, выдали замуж за внука Гедимина, литовского князя Егайла. Егайло тот еще фрукт был, конечно, подвязался в довольно сомнительных аферах. Хотел участвовать в Куликовской битве на стороне татар, но не успел к сражению, хотя многие считают, что он специально опоздал, чтобы не впасть в блудняк. Но это не важно. Важно, что его братья сражались на стороне Дмитрия Донского. Он же, как говорится, предал русское дело. Ну, впрочем, о русском деле вообще речи не шло. Довольно специфический персонаж. Держал руку не орды, ордынских ханов против Москвы. Хотел договориться с крестоносцами. Петлял, вилял. И, наконец, обманув своего двоюродного брата Витовта, завладел престолом. Но этого было мало. Отправившись в Краков, он по приглашению
польской знати, предложил руку и сердце королеве Едвиге, обещав принять католичество и подписав Кревскую унию в общем руководстве Польши и Литвы. Был коронован польским королем Владиславом II. Вот. Правил с Божьей помощью, но Едвига долго не жила, родила дочку, которая умерла, а затем умерла сама королева. Поэтому брак их был недолгий, к сожалению, несчастливый. Но, тем не менее, на польском престоле он обосновался крепко. Второй раз заженился на Софье Гришанской, и уже от нее пошли польские короли. Его старший сын Владислав III, к сожалению, после его смерти достаточно долго был королем без королевства, то есть царствовал, но не правил, всем правил регент. А когда он достиг совершеннолетия, то, молодой, понятное дело, то, собрав войско, двинулся на помощь Константинополю, на помощь Византийской империи, на помощь христианам от турок. И в 1444 году в битве у Варны погиб в возрасте 19 лет. Даже тело его не было найдено. Была лишь отрубленная голова, которую турецкий султан велел залить медом и показывал своим излюбленным гостям в качестве сувенира. Довольно суровая жизнь, суровая смерть, но человек чести, человек, сдержавший свое слово, хоть и потерявший жизнь. Один из двух королей, чье тело не покоится на Вавеле в катедре по уважительной причине. Ну да Господь с ним, рыцарь погиб по-рыцарски, светлая ему память. Затем королем Польши становится Казимир Ягеллончик. Это младший сын Ягайлы и Софьи Гришанской. Достаточно интересная личность. Пытался объединить Москву, Литву, Польшу и Венгрию в единое государство. Пытался дружить с Москвой. Но были проблемы с Великим Новгородом, с Киевской митрополией, которая не подчинялась Московской митрополии и признала Флорентийскую унию. Планов было громадье, но большинство из них не было реализовано по разным независящим от Казимира Ягеллончика причинам. Тем не менее, государство его расширялось благополучно. Войны, которые он вел, по большей части катастрофами не заканчивались, что для польского короля уже хорошо. Вот. И наследовал ему уже другой король, его сын Владислав. Потом был Ян Ольбрахт. Ну, в общем, там было много королей. Каждый из них с чем-то хорошо известен, чем-то знаменит. В принципе, у Казимира IV несколько сыновей были польскими королями. В том числе последним из его сыновей, Жигемонтом Старым, престол занимался достаточно долго, а королем он стал достаточно поздно. Но, тем не менее, Жигемонт Старый в нашей летописи упоминался несколько раз. Король известный, достаточно вольных нравов, сибарит, любитель жизни, любитель женщин. При нем на Вавеле нравы смягчились до, пожалуй, излишних смягчений. Они стали довольно свободными. Вот. Ну,
Жигимонт Старый все-таки был егелон. Тут отдать надо должное. Это был король. Это был король. Брак его с Боной Сфорцей портил всю картинку. Это была очень красивая женщина. Но женщина, которая очень хорошо испортила его репутацию. Вот. Так что в польской историографии Жигимонт Старый вспоминается добрым словом, а вот Бона Сфорца как-то нет. Сыном Жигимонта Старого и Боны Сфорцы был Жигимонт Август, Сигизмунд II по польской классификации. Это именно тот король, при котором произошла женитьба Галички Острожской и Дмитрия Сангушка. Тот король, который наложил баницию на Дмитрия Сангушка. Тот король, который благословил Мартина Зборовского и его банду на погоню за беглецами, который санкционировал убийство Дмитрия Сангушка. Человек несколько раз женатый, в браке счастья не имевший, наследника сына так и не родивший, потерявший 2 жен тщанием его мамаши. И, в общем-то, по большому счету, человек несчастный. Но умер он в 1572 году, и вот после его смерти в Польше начался бардак. И, впрочем, и до этого в Польше сильно большого порядка не было. Но после смерти последнего егелона началось нечто удивительное. Для средневековой и нового времени Европы это была удивительная территория. Королей начали избирать. Но достаточно специфических основаниях. То есть избирался не тот, кто мог сделать Польшу великой, а тот, кто наибольше устраивал шляхту, особенно магнатов. Тот, кто не чинил бы и препятствий в их наживе. Король попирает народную волю, не уважает послов и право шляхетской свободы. Оглашаем протест. Нет короля более. Дьявол у вас на все горло и на всю голову. Сначала избрали Генриха Влуа. Тот приехал в Польшу, посмотрел, что здесь творится, и бежал в ужасе. То есть он процарствовал менее года. Это можно понять. Затем какое-то время королем, подчеркиваю, королем, потому что в польской традиции нет понятия королева, царствующая. Королем была Анна Ягеллонка. Но, впрочем, ей достаточно быстро подобрали мужа Штефана Батория, который и завершил, победоносно, не победоносно, по-всякому, можно сказать, но завершил Ливонскую войну с Москвой. Вот, какие-то приобретения, какие-то уступки, но в целом это было достаточно успешное завершение с треском проигранной поначалу войны. Затем ситуация резко изменилась. На польский престол претендовало несколько деятелей. Я уже упоминал в прошлых лекциях Максимилиана III Австрийского, который пришел садиться на престол вообще во главе наемного войска, но был разбит Яном Замойским, пленен и посажен в Бензин. Наконец, королем был избран Жигимонт III Ваза. Почему он? Потому что он все-таки был сыном Екатерины Ягеллонки. То есть, все-таки в нем текла кровь ягеллонов. В те времена это было достаточно важно. Плюс к этому он не имел серьезных позиций среди польской магнатерии. То есть, вынужден был считаться со всеми магнатами и их желаниями. Если его войны и походы соответствовали интересам польских магнатов, они его поддерживали. Если нет... Нет.
войска не получали жалования и расходились. Еще одна неприятная особенность Жигемонта III Вазы – он вверг Польшу в бесконечные войны со Швецией. В то время Швеция имела интересы на Балтийском побережье от Ростока до Таллина. Тогда это был Ревель. И везде имела свои крепости, свои торговые фактории. Свободным от шведского влияния была только земля Восточной Пруссии и Бранденбурга. Данциг, Кёнигсберг и ганзейские города Рига, Пярну и остальные. Ну, они в основном подчинялись Швеции. Поэтому Жигемонт III решил, что он может оттеснить шведов с Балтийского побережья, ну, а в идеале вернуться на землю отчити Дедич и стать шведским королем. Кстати, шведским королем он в своей номинации и был. То есть он именовал себя королем Польши, великим князем Литвы и королем Швеции. За что и был своим дядей герцогом Нидерландским, который потом стал шведским королем, неоднократно бит. Но это уже другая немножко история. Так вот, поскольку формально Кревская уния не пресекалась, а потом была усилена Люблинской унией 1569 года, совершенно естественным порядком вещей было то, что польский король из династии Ягеллонов становился великим князем литовским. Когда Ягеллоны пресеклись, традиция продолжилась, хотя, собственно, основания для нее уже не было, но тем не менее. То есть король польский избирался одновременно или чуть позже великим князем литовским. И царствовал на два дома, на Краков и на Вильню. Ну, впрочем, потом уже Жигемонт III сделал столицей Варшаву. Хотя, вернее сказать, это было бы место обитания короля, потому что все-таки столица формально была в Кракове до 1792 года. Не суть важно. Суть в том, что король избирался. Король избирался и не имея ни серьезных доходов с польских земель, ни зависящих от него шляхетских родов магнатских, ни каких-то иных источников дохода, он вынужден был покорно следовать общепринятому шляхтой и магнатерией тренду. А именно тренду на усиление частного в ущерб общественному, на усиление домохозяйств в ущерб государству. Ну, известно, каких домохозяйств. Острожских, конец польских, потоцких, вишневецких, чарторийских и так далее. Эти домохозяйства купались в роскоши. Польское государство еле-еле вытягивало минимальные расходы. То есть, когда вокруг нее развивались абсолютистские государства, когда там были монархии, которые собирали нормальные налоги и на них содержали настоящие правильные армии, развивали медицину, науку, культуру, административный аппарат, в Польше все это оставалось в руках магнатерии, то есть в зачаточном состоянии. Ни о какой польской медицине, ни о какой польской науке речи в принципе не шло. На это не было денег. Врачи в лучшем случае учились в иностранных университетах, и если не удавалось пристроиться там, возвращались в Польшу. Ну, ученые, это смешно. Польские ученые в те времена, это очень смешно. Николай Коперник, которого поднимают на щит, поляком себя не считал. Ну да ладно, это тоже дела давние. Суть в том, что польское государство было слабым, и никаких подвижек в плане его усиления никто не предпринимал, потому что это было никому не нужно. Таким образом, когда князь Острожский задумал создать княжество русское, как третью составляющую Речи Посполитой, в принципе, эта идея имела право на существование. И если бы у него были немножко другие исполнители на местах, если бы у него хватило воли объявить себя вождем восстания, то вполне вероятно, что Жигемонт III и пошел бы на требования наливайки в его реческих универсалах. Но князь Острожский, после того, как ему
вожди Литвы отказали в поддержке, самоустранился и потихоньку из этой истории вышел, оставив Польшу в ее первобытном состоянии, то есть загибаться потихонечку от шляхетской вольности. Золотая эпоха шляхетской вольности с ее правом вето, с уплатой каких бы то ни было налогов, с политым рушением, которое выходило в лучшем случае 10% от пригодных для этого шляхтичей. Такая страна, такое государство не могло жить. Поэтому совершенно естественным было порядок, когда Польша стала не субъектом, а объектом истории. Многие считают, что это случилось в начале XVIII века при Петре I. Некоторые считают немножко позже, при Августе II Сильном. Но, в принципе, это где-то в это время и произошло. То есть соседние государства начали финансировать свои партии на сеймах, где избирался король. И, более того, к концу этой эпохи король уже просто назначался из Санкт-Петербурга. Просто назначался. Последним польским королем, как известно, был Станислав Август Понятовский, живший безвылазно в Питере, считавший Екатерину своей государыней и спокойно отрекшись от престола, когда Польша закончилась. Она не могла не закончиться, потому что государство – это прежде всего порядок, закон и налоги. Когда нет законов, порядка и налогов, нет государства.